Всем привет, всем добрый день. Девочки, я хочу связать для вас вот такую чебурашку. Хочу сделать для вас вот такое видео. Я заметила, что эта игрушка сейчас опять в тренде. У меня очень часто девочки спрашивали на телеграме, могу ли я сделать такое видео. Да, и я даже решила самой составить эту схемку. Это моя авторская работа. Вот кому она понравится, вяжите с удовольствием. В принципе, проблем никаких не было. Единственное, что я сперва сделала одни ножки, потом их переделала, посмотрела, как они у чебурашки. Я сделала такие медвежьи стандартные ножки, но вижу, что что-то не то. И решила их переделать вот в такие круглые беляшики. Вот. Голова. У меня немножечко была проблема с головой. Голову я, наверно, раза 2 или 3 переделывала, потому что вообще я планировала голову, вязать одной целой, чтобы вот эту вот коричневую шапку вывязывать из головы для того, чтобы посадить голову на сустав. Да, когда одним целым все вяжется, можно посадить голову на сустав. Когда вяжутся 2 детали, немножечко там сложновато. Вот. Я ее, конечно, сделала сперва одной деталью, и мне не понравился шов вот здесь. Вообще не понравилось. И плюс, к тому же, голова вывязывается, начинается вот здесь, и колечко амигуруми у нас здесь, и потом идут все петельки. И вот это вот кольцо амигуруми, и вот эти разводы, которые идут в разные стороны, ам, но они как-то немножечко, они мешают, понимаете, они как-то портят это лицо. И красивее вязка смотрится, если шрифт идет по диагонали. Вот. Потом у меня проблема была составить, именно правильное количество петель. Один раз она у меня была маленькая, второй раз она у меня была чересчур большая. И третий раз она вроде бы нормальная, но когда связала шапку, она тоже показалась чересчур большая. Вот, ну, все-таки я пришла к одному результату, и она мне сейчас очень нравится. Я хочу сказать, что голова немножечко больше, чем тело. Я ей брала количество петель больше, чем у тела. Но она смотрится, девчат, правда, шикарно. Если ее в руки взять, ее отпускать неохота. Вот. Я использовала пряжу Himalaya Dolphin Baby и номер 336. Лицо я брала пряжу номер 353. Крючок номер 5. У меня ушло пряжи основного цвета коричневого 2. Я бы не сказала с половиной, но где-то 2, и еще мне не хватило там метра 3, наверное. Вот, поэтому я вам советую брать 2,5 клубка, если вдруг вы еще вяжете не так туго, как я. Вот этой вот пряжи 353 мне надо было совсем немножко. Вот, размером она получилась где-то 30 сантиметров. Вяжется легко. Я брала самое легкое, что можно здесь использовать для этой схемы. Вот, руки, они здесь ввязываются, ножки, они пришиваются. Я здесь все пришивала. Голова, к сожалению, тоже здесь пришита. Вот, уши тоже пришиты. Уши, конечно, можно и ввязать, но они будут падать в одну сторону. Я не знаю, то ли они будут падать назад, то ли они будут падать вперед. Поэтому их лучше пришивать, эти уши, потому что мы их фиксируем с двух сторон. А когда мы ввязываем, мы фиксируем только как с одной стороны ее, понимаете? Вот. Ну, можете попробовать. Я не стала рисковать, потому что у меня реально для того, чтобы сделать эту голову, ушло в помойку около 2 клубков этой пряжи. Здесь вяжется отдельно голова и вяжется отдельно шапка, которая одевается потом на голову и пришивается к телу. Все это пришивается, нужно так смотреть, чтобы мы, когда пришиваем, захватывали и шапку, и голову. Не просто за шапку пришивать, а именно вглубь идти и пришивать за обе детали. Иначе голова держаться не будет. Или она будет болтаться. Вот. Ну и такой вот слюнявчик я еще сделала. Хочу признаться, что я впервые, вот составляя эту схемку, узнала, что у чебурашки есть хвостик. Я даже об этом не знала, потому что я картинку рассматривала со всех сторон, и у нее, да, реально у нее есть хвостик. Вот, если честно, я даже не знаю, кто это. Здесь смесь мышки, чебурашки, что-то здесь такое непонятное. Вот. Глазки. Эти глаза я покупала, наверное, ну, вернее, мне папка привез с России, так как у меня родственники у отца в России. И он мне привез оттуда эти глаза лет 7, наверное, назад. И
так как я всегда вязала игрушки маленькие, я даже не знала, куда эти глаза присобачить. И я убрала 2 пары, и они у меня лежали вот это все время. До этого я их как-то фиксировала медвежатам, которым тоже вязала из плюша. Сейчас, если я их просматриваю, мне не очень нравится, сразу заметно, как меняется вкус, да. И я такая счастливая, девочки, что я оставила 2 пары в запасе этих глаз. И когда я начала вязать чебурашку, я просматривала всю свою фурнитуру и увидела эти глаза. У меня 2 пары. Одна пара смотрит именно вот так, и одна пара, которая смотрит только налево. И не помню сейчас, или налево, или направо. Вот. И поэтому я решила сделать пробу, использовала эти глаза и влюбилась. Вот честное слово, очень красиво подходят сюда эти глаза, хотя стандартно они идут черные пуговицы, да, но черные пуговицы тоже красиво. Я думаю, что, скорее всего, на немецком я буду делать черные с пуговицей, а на русском сейчас для вас я видео буду делать, используя тоже эти же глазки, но только они будут смотреть в одну сторону. Они идут диаметром где-то 25 миллиметров, 25 или 23. Они большие, я бы так сказала. Носик здесь идет у меня 18 миллиметров. И носик я использовала тоже вот бархатный такой пластиковый. Я его перевернула вообще по-другому его, да. Но у чебурашки он у него так, он у него особенный. Я делала утяжки на этих глазах. И утяжки я делала, когда голову еще не пришивала, да. Вот. Сделала именно в том месте, где я знала, что в этом месте голова будет пришита. Я утянула эти глаза, потому что они лежали прям вот по кругу, а мне хотелось, чтобы они немножечко вглубь туда ушли и смотрели прямо, да. Вот. Ну, прелесть такая. Жаль, что у меня больше таких глаз нету, но из черных они тоже будут, чебурашки очень-очень красивые. Обыкновенные, стандартные черные. Или можно использовать такие же глазки, но там другого цвета. Вот что-то подобие такого у меня есть желтые. Можно взять даже желтый и завязать желтую ленту, например, да, или какой-то желтый там бантик этой чебурашки. И вот вам комбинация. Не обязательно, чтобы все в цвет было. И то они у меня есть какие-то оранжево-коричневые. Вот так, девочки. Вот. Ну, все, что я вам хотела сказать. Руки ввязывала, ноги пришивала, хвост пришивала, уши пришивала только вот к шапке, а саму голову пришивала к шее именно за обе детали, захватывая. Это очень-очень важно. Вот. Кому нравится, вяжите с удовольствием. А я приступаю. Давайте будем вязать сперва с вами ножки. Так. Секундочку. Мне не хочется стержаться. Вот так. Итак, как я уже сказала, пряжа 336. И вот такие ножки. Просто шарики такие. Вяжутся точно так же, как хвостики, только набирается побольше петель. Да? Вот. Их можно, если честно, не так сильно набивать ватой, чтобы они немножко были плоские. Чебурашка сама не стоит. Потому что, ну, я не знаю, тогда здесь нужно какие-то приклеивать, какие-то плоские такие, я не знаю, как они называются, но так, чтобы основа была ровная, чтобы он, но не будет стоять, потому что все равно размеры, уши, эта голова все перевешивает. Он не должен стоять. Итак, вяжем, девочки, с вами. Сейчас. После цыпленка, когда я вязала его из пряжи тоньше, я аж наслаждалась, когда я махала этим крючком. Вот. Я, наверное, штуки 4 или 5 таких свяжу, потому что когда увидели его, все хотели: Лена, дай мне, а у меня дома драка, потому что у меня тоже есть дети, это старшая уже как-то на это реагирует спокойно, а эти двое, когда увидели, у меня хоть дети родились и в Германии, все равно у них, когда они родились, у них были чебурашки. У них были чебурашки, дарили им бабы с 2 сторон, и матрешки, и чебурашки, и они все это знают. И когда они увидели, тут была чуть ли не драка. Я сказала: давайте я еще одного свяжу, и потом вы себе его выберете, да, и каждый себе хочет. Даже сын, которому уже 15 будет, я хочу просто в кровати. Он такой, говорит, милый, он так, говорит, на меня смотрит. Я говорю: нет, он на меня смотрит. Да, глаза прям, я там прям в точку попала, да, вот эта вот мимика прям в точку. Ну как вот глаза прям в точку. Я уже думала попробовать вышить такие глаза. Я нашла в интернете вышивку, и я хочу попробовать их вышить, если у меня получится, я не знаю.
Ну, чтобы такие глаза вышивать, конечно, у меня должна быть крутая машинка. А у меня такая машинка, когда я вышиваю такие глаза, мне нужно менять постоянно, при каждом отбивании вышивки, мне нужно менять цвет нити. Черный, белый. И я должна просто сидеть около машинки. Вы представляете? Это не то, что там задаешь программу, и она тебе вышивает эти глаза полностью, как ты хочешь. Несколько штук. Потом их, конечно, надо вырезать. Я их вырезаю, потом я их обжигаю, чтобы они не распускались. И это очень-очень много работы. Но для таких, случаев это, конечно, круто. Такое можно. Вот как на Микки Мауса я делала, так же и здесь можно так сделать. Ну, не знаю, я еще думаю, стоит ли вообще это все столько работы. Там очень много работы. Хотя вышивает машинка, но остальную работу, менять постоянно нитку, вырезать это все, обжигать это все, это, конечно, просто забирает время. Не так много работы, как времени. А время, оно такое, оно несется, хрен его знает куда. И так быстро, девочки, что я сама просто в шоке, как быстро несется время. Так, ну приступим. Вяжем ножки. Для этого колечко амигуруми и вяжем с вами 6 столбиков. Я камеру немножечко по-другому поставила, чтобы было видно вот именно с ракурса, вот как я смотрю, да, не сверху, потому что петли не так хорошо видно. Я надеюсь, что так лучше. 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков и делаем с вами 6 прибавок. Одна прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Теперь мы вяжем с вами 2 ряда с прибавками. 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз. Следующий ряд 2 столбика, прибавка, и так 6 раз. Да, у нас будет с вами тогда 24 столбика. Вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так до конца ряда. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, ну и так далее. Ставьте себе, пожалуйста, маркер. Я маркер себя не использую, хотя я пыталась себя приучить к этому. Я так петли вижу, их считаю. А вы, если себе маркер ставите, вы знаете, где у вас начало, где конец. Вот я уже вижу, что теперь следующий ряд мне нужно вязать 2 столбика и прибавка. Прибавка, она всегда выделяется именно вот этой галочкой. Здесь петельки идут свободно, 2, а тут прям галочка стягивается. Но я поставлю для себя маркер. И вяжем точно так же следующий ряд. 2 столбика, прибавка, и так 6 раз. Прибавка. Вяжем так, девочки, до конца ряда. Вот я провязала до конца ряда. Свет лучше, да? Вот так. И теперь у нас с вами сейчас 24 столбика, и мы провязываем 3 ряда без изменений. 24 столбика, просто 3 ряда. И потом будем делать одни убавки до тех пор, пока у нас петелек не будет. И все. И при этом заполнять ватой. Давайте сейчас сперва провяжем 3 ряда без изменения 24 столбика. Вот, смотрите, провязала я 3 ряда, 24 столбика. И теперь я буду делать просто убавки. Мы убавляем 2 петельки вместе. И так до конца, девочки, пока у нас петелек больше не останется. Хорошо затягиваем. Здесь я, так как вот это место, где оно убавляется, оно пришивается к телу. И я не, знаете, как сказать, не то, что не люблю, мне неудобно делать убавки за передние столбики, ну, потому что я ленивая, наверное, в этом деле. Если, конечно, на заказ, когда я раньше вязала, я это делала, потому что это тогда качественная работа и все такое. Если я это делаю для себя, я убавляю в тех местах, где я знаю, что это будет все равно закрыто, убавляю так, как мне удобно. Вот. Просто за обе стеночки захватываю и убавляю. За передние стеночки это было бы так. Это надо
именно передние петельки вот так вот брать и убавлять. А я делаю вот так. Потому что мне так удобно. И все. И вот ряд закончился, и далее опять убавляем до конца. И не забываем сейчас, и хорошо затягиваем, да, потому что это место с убавками, оно все равно пришивается к телу, и этого ничего не видно. Сейчас я вам покажу. Самое главное затягивать, чтобы здесь дырок не было, да. Вот. Видно, что я... Что-то у меня руки опять трясутся, извините. Сейчас пройдет. Вот. Видите, здесь они за обе стеночки убавлены. Но вся эта часть пришивается к телу, и поэтому ничего не видно будет. Вот, я сейчас убавила, заполняем ватой, так как вам хочется. Форма должна быть видна, не обязательно сильно, чтобы они как шары не выглядели у него под телом, да, а чтобы больше выглядели как такие плоские, как беляшики. Вот, мне кажется, что здесь немножечко я переборщила, хотя нет, нормально. Самое главное, такие вещи всегда вязать в один день, в одно время, в 1 час. Потому что они, вот я вчера, например, позавчера связала для детальки для вас. И здесь видно, здесь я проще уже вязала, а здесь немножко стянутый. И разницу я, если честно, в петлях ощущаю. Поэтому все вязать за раз. Так, и до конца убавляем. Если там одна дырочка остается, то эту дырочку мы просто затягиваем цыганской иголкой. И все. Хотя она, если честно, и не мешает. Она все закрывается под телом. Мы когда пришиваем, мы цепляем не за эту дырочку, а за край, да, который вокруг, когда мы пришиваем к телу. Я оставлю подлиннее, потому что ей я буду пришивать ногу. Оно хорошо пришивалось. И вот. Если честно, я, например, даже закрывать эту дырку не буду. Я просто приложу к телу и буду захватывать вот за эти петли и пришивать к попец снизу там, да. Короче, вот такие, девочки, ножки. Очень простые. Ножки точно так же вяжется хвостик, только мы делаем там один ряд, вернее, 2 ряда с прибавками, да. Здесь мы 3 ряда делали, один полный ряд с прибавками, потом 1 петля прибавка, 2 петли прибавка, и потом хвостик точно так же вяжется, но мы сейчас сразу с вами его и сделаем. Вот такие беляшки. Это лапки, чебурашки. Дальше. Давайте, раз мы уж про хвост тут заговорили, давайте свяжем и хвостик. Хвост точно так же вяжется. 6 столбиков в кольцо. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем и делаем только один ряд с прибавками. 6 прибавок. Два, 3, 4, 5, 6. Так, теперь мы провязываем 2 ряда без изменений. Это значит 24 петельки, да, один ряд 12, еще один раз 12, 24 петли провязываем. И потом точно так же, девочки, убавляем все петли, да. 2 ряда сейчас провяжем без изменений. И потом просто одни убавки, как мы вот только что сделали на ножках. И все. И получается такая маленькая пипочка. Окей? Провязываем. Вот смотрите, я провязала 2 ряда. Вот. И здесь сама пряжа, она такая плотная, что не обязательно его наполнять ватой. Он никуда не денется. Поэтому я его здесь не наполняю, а просто сейчас, как я вам сказала, убавки делаю. Каждые 2 петельки я убавляю. И все. Потом также я его сплющиваю, как беляш. У меня везде это слово. Люблю беляши. Единственное, что не люблю, когда вот открытые делают беляши, из него весь сок выходит. И вся кухня потом ужас какая. Вот здесь делаю я соединительную петлю и все. Но люблю беляши. Кстати, выбор между чебуреками и беляшами. Чебуреки лучше. Чебуреки лучше. Чебуреки я делаю часто. А вот беляши
люблю только или у тетки, или у мамы. А чебуреки делаю, да. Так, вот такой у меня беляш, девочки. Так, дальше давайте будем вязать с вами руки. Ручки. Ручки тоже вяжутся легко. Там ничего такого особенного. В руках я только нижнюю часть заполняла. Рука выглядит вот так. Конечно, у чебурашки есть еще пальчики. Можно, знаете, вот в этих местах, сейчас мне только вот идея пришла, можно сделать вот именно там, где мы вяжем простые ряды без изменения, там, девочки, можно сделать в одну петлю несколько петель. Это, знаете, как называется? Попкорн. Попкорн, по-моему, называется вязка. Когда вы из одной петли несколько петель вытягиваете и потом за раз их провязываете. И получается шишечка такая. Это у меня вот сейчас идея, если вот кто будет вязать, я уже не буду сейчас менять, потому что я уже написала здесь все, как оно у меня есть, и связала уже, да. Я так оставлю. Но так как у чебурашки пальчики, оно очень красиво бы смотрелось сделать здесь 3 вот таких вот шишечки. Одна, вторая и третья. И будет очень красиво смотреться, потому что у нее эти пальцы, они прям выделяются. Вот. Я же взяла самый простой, стандартный такой вариант. Как вот у всех мишек и все, что там есть. Самое главное, чтобы видно было, что это руки у него, да. А если поглубже нырять, девочки, то можно и пальцы вывязывать. Вот. Кольцо амигуруми и 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Нитка темная, но мне кажется, вы все равно видите, да, что я вяжу. То, что было бы мне сейчас обидно, если бы я сделала бы голубого чебурашку. Хотя, ну, мало ли чего, всякие же бывают. Кстати, вы знаете, прерву сейчас на минуту, да, только на минуту. Вот эти вот медвежат, которые я от Натальи Лариной навязала, медвежата, родной Мишка, мне так нравились они. Я не могла успокоиться. Я их вязала, вязала и навязала, наверное, 7 штук. У меня их всех разобрали. Абсолютно всех. И 3 я подарила. Вот. И вот у меня вот именно на эту чебурашку есть очень сильное желание навязать их побольше. Я даже до 10 штук бы с удовольствием бы их связала. В разных коричневых тонах и с разной фурнитурой. У меня есть около 6 различных форм глаз разного цвета. Я хочу попробовать, даже вот я вам говорила, сейчас, девочки, вот хоть я сейчас принесу вам, я не могу, иначе я не успокоюсь, подождите. Смотрите. Смотрите, вот чебурашку, да, ее можно, в принципе, с любыми глазами вязать. Посмотрите мультик это, или кино этой чебурашки, у нее везде разная мимика. Вот, и я вот реально хочу сделать, может быть, штук 7. Вот у меня есть просто желание, да, как медитация для меня эта вязка. Вот у меня есть глазки, которые я буду использовать в этом видео. И это вот эти глаза напротив, вот они. Да, у меня, к сожалению, нет такого глаза, чтобы вот он смотрел в ту сторону, поэтому у меня другая чебурашка будет так смотреть. Та чебурашка смотрит на меня, это от меня на нее, да, и тоже красиво, в принципе, смотрится. Вот, это я буду использовать на этом видео, это у меня последняя пара. Эти же, конечно, большие, но они шикарные. Вы можете себе представить, как они будут красиво смотреться вот с этой пряжи. Конечно, здесь глаза прям очень большие, она будет очень удивленная. Я не знаю, как она будет здесь подходить, девочки, но мне кажется, тоже будет красиво здесь смотреться. Нельзя просто бояться этих размеров. Самое главное, чтобы она была пропорциональна и все правильно прикреплено. Вот. Я подумаю, вот коричневый я уже сделала, подумаю, сделать или нет. Плюс это вот где-то глаз 4 сантиметра, наверное, 4 сантиметра это. Здесь точно такой же идет. Очень тоже красиво бы смотрелся, если у него голубые глаза. Но завязать голубую ленту, голубую бабочку сделать пацану. Ну пусть он будет крутой джентльмен. Можно все комбинировать. Вот из этой я хочу обязательно попробовать вот эти вот. Но они меньше, чем эти. Хотя не так-то уж они намного меньше. Можно использовать другую пряжу, например, Хималая Вельвет. Она тоньше, чебурашка будет меньше, и глаза
по пропорции будут подходить. И красиво сделать, если, например, сделать девочку можно и мальчика чебурашку. Ну, нету, конечно, там девочки и мальчик, но в нашей фантазии она существует. Или в моей фантазии она существует. И можно сделать, например, девочку с бантиком на голове, а пацана связать ему бабочку желтую. И вот вам парочка, да. Нельзя бояться вот таких вот глаз. Я всегда, если честно, эти глазки покупаю, но у меня всегда страх их использовать, потому что мне всегда кажется, что игрушка выглядит не живой. Игрушка, она больше выглядит живой, когда используешь. Чем проще фурнитура, тем живее игрушка. Но это просто по моему опыту. 10 лет у меня стаж, и тоже сама я и придумывала игрушки, и все. Просто у меня сейчас вот с такими обстоятельствами, у меня нету времени, к сожалению, для этого. У меня все время в работе, и нету для своих удовольствий, да, чтобы что-то сидеть, фантазировать, придумывать, хотя я бы с удовольствием бы это делала. Вот. Вот такие, например, можно тоже глазки сделать чебурашки, но здесь она немножко должна быть юморная такая, поэтому любую можно мимику. Вот мне очень нравится, это будет следующая чебурашка обязательно вот с такими глазами. Здесь она очень удивленная. Да, вот эти тоже очень красивые глазки. Это один и тот же размер, где-то 2,5 сантиметра. Это такие же, только желтые. Вот. Эти глаза я все покупала в России, девочки. И вот эти тоже, наверное, интересно будет. У меня, к сожалению, их нету здесь по Германии на продаже. Они у меня все остались вот чисто, только я оставила себе по 2-3 пары для видео. Поэтому ссылочки я вам поставлю. Я только не знаю сейчас из-за этих обстоятельств, что сейчас происходит в нашем мире, от чего очень сильно тоже болит душа. Если честно, хотелось бы, чтобы это все закончилось. Я не буду громко говорить на ютубе, о чем вы все прекрасно понимаете. Очень хочется мира и хочется нормальной жизни. И мне кажется, очень тяжело сейчас купить оттуда, откуда я их привозила. И поэтому будем только ждать перемен и надеяться на самое лучшее. Вот. А у кого есть возможность, я поставлю под этим видео ссылочки, там, где я покупала эту фурнитуру. По-моему, одна девочка, она уже этим не торгует, а другая она еще продает. Поэтому заходите там на Одноклассники и смотрите. ВКонтакте она тоже у меня есть. Вот, ну все. Извиняюсь за сбой. У меня тут другой сбой был, да. Хотелось все это показать. Поэтому наблюдайте, ждите. В Инстаграме я буду выставлять этих чебурашек, я их буду вязать и покажу вам различные возможности, да, вот с фурнитурой, как можно играть с этим. И обязательно сделаю тоже из простых черных глаз пуговицы. Вот с белой такой каемочкой, она очень красиво смотрится. Все, мы с вами вяжем руки, сделали колечко амигуруми и 6 петелек. Теперь мы делаем 6 прибавок, девочки. 2, 4, 6. 6 прибавок. Я, если честно, очень люблю экспериментировать, использовать. Иногда бывает, я косячу, у меня вообще что-то некрасиво получается. Но я люблю пробовать, я не боюсь этого. Я везде все пробую. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так, у нас сейчас 12 столбиков. В следующий ряд мы провязываем 1 столбик, 1 прибавка, и так 6 раз. Столбик, прибавка, столбик, прибавка и так далее до конца ряда. Столбик, прибавка. Так, я поставлю здесь для себя маркер. У меня сейчас 18 столбиков, и мы вяжем 3 ряда без изменений, 18 столбиков. Вот я провязала эти ряды, теперь мы делаем 4 убавки подряд. Так как руки здесь видны, я делаю за передние стеночки убавки. 1 убавка, 2 убавка, 3, 4. И провязываем до конца 10 столбиков. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Я поставлю здесь для себя маркер. И у нас сейчас с вами 14 столбиков, и мы вяжем просто 10 рядов без изменений наверх. И все. Заполняем только нижнюю часть ручки, вот эту нижнюю. У меня вся верхняя часть пустая. Вот только эту часть заполнила. Мы сейчас с вами провязываем 10 рядов без изменений. Потом они так складываются и провязываются за обе стеночки. Окей? Провязываем сперва 10 рядов, 14 столбиков. Вот смотрите, девочки, провязала я эти 10 рядов. И теперь вот я остановилась тут сзади. И провязываем просто за обе стеночки и все. Тоже я заметила, что эта рука у меня немножко туже провязалась, чем та. Она как будто бы немножко меньше получилась. Сейчас. Тут я прям свободно вязала, а здесь она немножечко вязка. Прям видно, петельки свободные, а здесь петельки немножко уже. Поэтому все вязать в один день надо. Вот. Такие ручки. Вяжем уши. Уши выглядят вот так. Здесь немножко больше надо пряжи. Начинаем вязать с кольца амигуруми. И в колечко 8 столбиков. Не 6, а 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Затягиваем и делаем 8 прибавок. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Почему 8? Если мы будем набирать 6, то у нас получается как, ну вот как уголочек такой, да? Если мы, смотрите, если мы здесь возьмем с 6 начнем, то у нас будут острые вот такие ушки. Они будут острые. Если мы с 8 начинаем, у нее автоматически идет округление. Я вязала с 6 петель, и у меня почему-то вот здесь вот как лимон получается форма. А мне хочется, чтобы они были прям вот круглые. Вяжем теперь 1 столбик, 1 прибавка, и так 8 раз. Так, провязала я этот ряд, 1 столбик, 1 прибавка, и так 8 раз. У нас сейчас с вами 24 столбика. Я поставлю для себя маркер здесь. Теперь мы вяжем 3 столбика прибавка, и так 6 раз. Раз, два, 3. И делаем 1 прибавку. И так до конца ряда. Раз, два, 3 и прибавка. Прибавка. Раз, два, 3. Прибавка. Так, ну и последний тут еще остались. Ладно, я с вами провяжу. 2, 3. Прибавка. Раз, два, 3 и прибавка. У нас сейчас с вами 30 столбиков. И теперь мы должны с вами провязывать.
Сейчас, подождите. Мы должны с вами провязывать до тех пор прибавки, пока мы последний ряд с вами не провяжем. Да, вот последний ряд у нас будет 6 столбиков прибавка и так 6 раз. Это у нас все вместе будет 48 столбиков. Следующий ряд, сейчас мы вяжем 4 столбика прибавка и так 6 раз. Следующий ряд 5 столбиков прибавка и так 6 раз. И последний ряд 6 столбиков прибавка и так 6 раз. У нас будет 48 столбиков. Так, девочки, провязала я эти ряды. Вот так у меня получается. Теперь здесь я ставлю маркер. И вяжем 5 рядов без изменения. 48 столбиков. Так, девочки, посмотрите, провязала я эти ряды. И теперь мы будем делать убавки. Мы начинаем убавлять 6 столбиков убавка и так 6 раз. И до тех пор, пока у нас не останется 18 столбиков. Потом мы их просто складываем и провязываем за обе стеночки. Мы будем все время убавлять, убавлять. И когда у нас будет вот 18 столбиков, складывается и провязывается за обе стенки. Потом эта часть, она пришивается. Можно попробовать вязать, как я вам сказала, но у меня они почему-то постоянно закрываются вот так, когда они вязаны. Итак, вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем одну убавку. И так провязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и одна убавка. Провязываем до конца ряда. Следующий ряд потом у нас идет 5 столбиков убавка и так 6 раз. Потом у нас идет ряд 4 столбика убавка и так 6 раз. И так далее, пока вы последний ряд не провяжете. 2 столбика убавка и так 6 раз. Окей, провязываем до этого момента. Так, девочки, вот смотрите, провязала я эти убавки. Теперь мы вот так это ухо складываем. И провязываем за обе стеночки. Можно, конечно, вязать уши и хотела сказать, сейчас, я не знаю, как это правильно выразить. Так, я этой попробую пришивать, если не получится, я другую нитку возьму. Можно связать уши, чтобы они были не двойные вот такие вот, да, они двойные здесь. Здесь много пряжи, конечно, уходит. Можно связать уши и из одного слоя. То просто делаются прибавки. Да, просто делается, мы берем, например, колечко амигуруми и вяжем 8, обязательно 8 столбиков туда, потому что именно если они должны быть из одного слоя, то они будут скручиваться у вас. Они должны быть ровные, круглые такие, да. 8 столбиков, 8 прибавок, потом 1 столбик, 1 прибавка, так 8 раз. И дальше точно так же 2 столбика прибавка 8 раз, 3 столбика прибавка 8 раз. Никогда не переходить на 6. Иначе они все равно будут у вас стягиваться. Они должны быть плоские. Вот. Можно связать вот таких 2 круга и потом их соединить между собой. Можно связать 1 круг и потом его еще обвязать и пришить. Но они не так эффектно смотрятся и красиво, как вот эти вот двойные уши. Вот. И здесь у меня самое главное, чтобы здесь не было острого такого конца. Для этого вяжем из 8 столбиков. Вот, вот такие ушки у меня получились. Давайте теперь вязать дальше. У нас осталось только тело и голова. Я хочу, вообще я всегда вяжу все по порядку, как-то тело, потом голову. Но мне сейчас охота, вот прям сейчас охота взять светлую нить. Почему-то мне это темно-коричневое прям напрягает. Хочу взять светлую нить. 353 и вяжем с вами голову. Для этого мы вяжем с вами колечко амигуруми и 8 столбиков.
все хорошо было видно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Затягиваем. И теперь мы вяжем с вами 8 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Следующий ряд, у нас сейчас 16 столбиков, следующий ряд вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 8 раз. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. И так до конца ряда. Провязала, у меня сейчас 24 столбика. И следующий ряд. Я вот сейчас для себя поставлю здесь маркер. Следующий ряд мы вяжем 3 столбика, прибавка, и так 6 раз. 1 столбик, 2, 3 и делаем 1 прибавку. И так до конца ряда. 1, 2, 3 и прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Провязываем до конца. Итак, девочки, я провязала эти прибавки. У меня сейчас 30 столбиков. Мы должны прибавлять достаточно много петель. У нас голова будет не маленькая, вернее, у чебуратора, да? Голова будет хорошая такая. Но она пропорциональна телу. Вы потом увидите. Она чуть больше, чем тело, но она, правда, очень красиво смотрится. Вот. Мы сейчас должны прибавить точно так же, в таком же темпе, да? Сейчас у нас было 3 столбика, прибавка, и так 6 раз. Следующий ряд у нас идет автоматически 1 петля больше. Это значит 4 столбика, прибавка, и так 6 раз. Следующий ряд 5 столбиков, прибавка, и так 6 раз. И так далее. Мы прибавляем каждый ряд так 1 петлю больше до тех пор, пока мы не провяжем последний ряд 9 столбиков, прибавка, и так 6 раз. У нас будет с вами 66 столбиков. Окей? Ну, я сейчас еще раз, для тех, для кого не окей, еще раз повторю. Следующий ряд мы провязываем. Ну, потому что такие случаи, девочки, у меня тоже есть, да, мне пишут же комментарии, я читаю, поэтому. Следующий ряд мы вяжем 4 столбика, прибавка, и так 6 раз. Следующий 5 столбиков, прибавка, и так 6 раз. Следующий 6 столбиков, прибавка, и так 6 раз. Следующий 7 столбиков, прибавка, и так 6 раз. Следующий 8 столбиков, прибавка, и так 6 раз. И еще последний ряд 9 столбиков, прибавка, и так 6 раз. Окей? Вот, у нас будет с вами 66 столбиков. И мы вяжем потом, пожалуйста, 6 рядов без изменения наверх, 66 столбиков. Итак, девочки, смотрите, вот я провязала эти ряды, про которые вам говорила, и теперь мы будем делать убавки. Так, убавки мы делаем также, начинаем с 9 столбиков и 1 убавка, и так весь ряд. И здесь обязательно делаем убавки за передние полупетли, потому что это лицо, и чтобы их не так было видно. Итак, провязываем 9 столбиков, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И делаем 1 убавку. Итак, мы вяжем, девочки, до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем 1 убавку. Окей? Вот таким методом убавляются ряды.
Мы сейчас это провязываем до конца. Тут у меня начало ряда. Потом следующий ряд мы убавляем 8 столбиков убавкой, и так 6 раз. Потом мы убавим 7 столбиков убавкой, и так 6 раз. Потом сделаем еще 2 ряда. Давайте мы сделаем ряды с убавками и провяжем до того момента, где 5 столбиков убавкой, и так 6 раз. Провяжем еще тот ряд. Окей? Я не знаю, сколько там будет петель, мне надо посчитать, посмотреть. Вот делаем убавки рядов 3 или 4. Я провяжу последний ряд сейчас, вот тут, да, вот после этих. 5 столбиков убавка, и так 6 раз. И потом мы здесь увидимся. Посмотрим, можно ли в тот момент уже вставлять глаза. Потому что голова у нас убавляется, ее надо наполнять ватой. И вставить, конечно же, глазки. Итак, девочки, вот посмотрите, провязала я эти ряды с прибавками и провязала 6 рядов наверх, 66 столбиков. Теперь мы должны сделать, давайте рядов 5 сделаем с убавками, чтобы потом можно было примерно видеть, где вставляются глазки, чуть-чуть, может быть, ватой заполнить, да, чтобы примерно видеть, где будут у нас глазки и носик. Для этого нужно сейчас сперва убавить. Убавки мы начинаем делать с 9 столбиков убавка, и так 6 раз. Это первый ряд. Следующий ряд. 8 столбиков убавка, и так 6 раз. Следующий ряд. 7 столбиков убавка, и так 6 раз. И давайте еще один ряд провяжем. 6 столбиков убавка, и так 6 раз. Вот эти вот ряды провяжем с убавками, а потом посмотрим, достаточно ли нам здесь места для глаз, или мы еще пару рядов убавим. Окей? Убавляем. Давайте я вам покажу один ряд. Это для тех, кто, может быть, впервые сейчас на канале. Они скажут, а что такое убавка? Ну, давайте Ленка вам покажет. Так, начинаем ряд с 9 столбиков убавкой, так 6 раз. Мы, значит, вяжем сперва 9 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали 9 столбиков. И делаем одну убавку. Это мы 2 петельки провязываем вместе. Вот так. Здесь мы их провязываем за передние стенки, потому что это лицо, и на лице оно будет очень сильно видно. Поэтому делаем так, втихаря, тайком, чтобы видно не было. И так далее. И так до конца ряда. Вот сделали 9 столбиков убавка. И теперь опять же вяжем 9 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И делаем одну убавку. Вот. Вот этот раппорт 9 столбиков убавка, он делается 6 раз. Поэтому я говорю 9 столбиков убавка, и так 6 раз. Окей, это для новичков. Вот. Это мы провязываем до конца ряда. И потом точно так же мы вяжем следующий ряд. Уже 8 столбиков убавка, и так 6 раз. Провязываем до того момента, где у нас, давайте провяжем ряд, последний будет 6 столбиков убавка, и так 6 раз. Итак, девочки, смотрите, я провязала ряд, вернее, все эти ряды, и последний ряд я сейчас провязала 6 столбиков убавка, и так 6 раз. У меня 42 столбика на данный момент. Немножечко эту голову выровняла. Она получается как тыква такая. Она у чебурашки не круглая, а вот такая немножечко вытянутая, да. И поэтому я решила здесь сделать не 10, например, или там, я не знаю, некоторые, чтобы круглая она была, 12 могут взять рядов. Я сделала здесь 6 рядов, чтобы она у меня вот такой формы была. Она все равно еще немножечко округлится из-за ваты и вот из-за этой еще шапки. Вот. И вот эта часть, вот эта вот часть спереди, она у нас идет именно для глаз и носика. И теперь я вот думаю, я буду использовать вот эти глазки, как я и запланировала. Они у меня, к сожалению, здесь распечатаны неправильно. И убрать я это не могу. Здесь есть черные такие. Черный покрас сверху, где он не должен был быть, но ничего страшного. Так, значит, одна чебурашка будет смотреть в глаза, а другая будет смотреть на нее. В первую очередь я всегда сажу носик. Нос идет прямо вот здесь вот. Вот если часть эту смотрите,
Прям вот здесь в середине она должна быть где-то. В принципе, все равно, где вы выбираете. Самое главное, чтобы вы ориентировались, вот эту часть середины использовать для глаз и носика. Так, я думаю, вот сюда я его посажу. Нос. Он садится вверх ногами. Вот так. У чебурашки он по-другому. У чебурашки не все как у людей. На то он и чебурашка. Да? Вообще. Кстати, я читала про чебурашку. Кто такой чебурашка? Он из Китая или вообще с Японии, оттуда откуда-то. Что за смесь гибридная? Но он такой хорошенький. Там уже все равно, девочки, откуда он, какого он рода, да, какая у него вообще родословная. Там уже все равно. Самое главное, что он радость людям приносит, а остальное все равно. Так, вот примерно вот так будет сидеть пятачок. Он у меня 18 миллиметров. Глаза недалеко друг от друга. И они должны как-то, знаете, некоторые садят вот здесь. А я люблю прям вот близко с носиком их сажать. Я примерно сейчас вот посажу. Примерно. Вот тут, наверное. Это будет у меня один такой. Видите, у него кончик здесь, и здесь глазки заканчиваются. Где-то так я всегда ориентируюсь, тогда получается мимика такая красивая. Так, это была вот эта линия. Ну и смотрим, конечно, я думаю, на одну петельку еще дальше. Там уже сами смотрите, как вам нравится, девочки. Советы я не даю по этому поводу. Смотрите, как я делаю. Если вам нравится, повторяйте. Если нет, экспериментируйте сами. Вот. Но я думаю, вот так вот будет симпатично. Вот так. Ниже я не буду, потому что я все равно чуть-чуть утяну еще. Вы поймете, почему я буду утягивать, я вам это покажу. Так, сколько у меня здесь получается? Вот здесь вот расстояние, да, вот как одна и вторая. Здесь тоже одна и вторая. Но здесь петелька, я имею в виду. Думаю, ровненько. Я так вот оставлю. Так, теперь крепим эти глаза напротив. Так. И это тоже. Немцы тоже захотят эту чебурашку. Я вот теперь сижу и думаю, как мне перевести? Кто это такой? Они же, наверное, не знают. Ну, то те, кто с ДДР, они знают. Те, кто вот, как она называется, Остдойчланд. Ну, с ДДР, короче, оттуда. Рихтунг Берлин, со стороны Берлина, да? Вот, они-то, конечно, знают, мне кажется, потому что они в то время, тогда еще в годы войны, они, конечно же, пережили тоже это. Вот, очень много со мной таких людей вяжет, и они знают. Они, кто увидел, они уже сразу, мы тоже такое хотим. Но у них она, по-моему, как-то Мончичи называется. У них такая есть сейчас. Она у них как-то называется. Она очень сильно похожа на одну куколку, и она называется Мончичи, девочки. Мончичи. Сейчас попробую посмотреть, если я найду такое. Мончичи. А по-русски, по-моему, даже такого нету. Но они очень дорогие куколки, очень маленькие и очень красивые. Ну, похоже просто. Секундочку. Можно? Да, вот они, сейчас я вам покажу. Но у них ушей нету только. Мончичи. Вот, смотрите. Видно? Вот, Мончичи. Вот чем-то вот он на чебуратора похож. Они очень дорогие. Посмотрите, если такое покупать. Евро, да? Вот, видите? Это как обезьянка такая идет. Вот что-то вроде бы этого. Я даже не знаю, как его представить на немецком. Но я думаю, в принципе, вы знаете, если честно, тут уже все равно, что это за игрушка. Самое главное, что она душа к ней лежит, да? Это самое главное. Душа к ней лежит, и что она приятна. Остальное там уже все равно, кого мы вяжем. Тут можно вообще такое связать, я даже не знаю, кто это. Мне один раз девочки, когда давно я еще вязала на заказ, мне одна девочка прислала фотографию, говорит: Лена, можешь мне связать вот это чудо? Я, по-моему, даже в Инстаграме выставляла эту фотку. Ребенку подарили, маленькому ребенку совсем, подарили портрет какой-то там игрушки нарисованной. Там чудик какой-то страшный такой, большие зубы торчат, а руки вот так вот. Ну, блин, он сам по себе добрый, но он страшный. А ребенок в него влюбился. Представляете? И когда ребенок уже подрос, он говорит: я хочу его, вот такую игрушку. И она мне прислала эту картинку, и я по картинке связала это чудо. И он реально у меня получился один в один. По картинке я девочке вязала. И тогда я еще вязала не из плюша, а с акрила.
Блин, сейчас я вам покажу. Он у меня в Инстаграме стоит, но кто не зарегистрирован, сейчас покажу. Вот, девочки, смотрите, там у меня лампа. Смотрите, я выставляла ее в 2017 году. Это давно уже, когда еще до Ютуба, когда я вязала игрушки. Вот. Вот эту вот картинку мне прислали. Вот она. Лена говорит, у меня сын страшно любит этого чудика. Свяжи мне. Лена тут, смотрите, что намудрила. Связала такого же чудика. Конечно, он у меня немножечко страшненький такой получился. Здесь он прям добрый-добрый. Здесь глаза у него немножко корректнее, ровнее. Ну, я впервые, знаете, вот именно да, в то время я впервые пыталась по своим каким-то там, ну, свои МК составлять, да, как-то делать. Я их нигде не афишировала, я чисто для себя просто вязала. Меня просили, и я пробовала и делала. И вот у меня вот такой чуд получился. Накосячила немножко в глазах, рот мог бы быть немножко ровненький, но пальчики, все, я тоже вон. Больше всего, что мне понравилось, это животик. Тут прям все так аккуратненько и красиво. Но, да, рога у него загибаются, я не стала тут никакую проволоку вставлять, потому что ребенок маленький, я так связала. Ну, посмотрите, девочки, круто ведь? Если захотеть, все получится. Нужно просто время и терпение. Вот такое вот чудо я связала по картинке. Если ребенку нравится, душа лежит, господи, можно все, что хочешь сделать с иголкой и ниткой. Поэтому я не знаю, конечно, как я его немчикам буду представлять, но я знаю, что и когда они его увидят, они его захотят. И там все равно, русский это чебурашка или японский это чебурашка, да хоть какой. Самое главное, чтобы душа от него радовалась. Все, короче, я все закрепила. Теперь мы убавляем до конца полностью, закрываем голову. Следующий ряд у нас тогда будет здесь 5 столбиков убавка и так 6 раз, потом 4 столбика убавка и так до конца, пока у нас вообще маленькая дырочка не останется. Она останется, мы ее иголкой зашиваем и все. И обязательно наполняем голову ватой. Наполняем ее так, чтобы вата распространялась по бокам, да, чтобы вы ее не круглой набивали, а чтобы она такая была, как кюрбис, как он называется? Как тыква. Ну, такая плоская тыква, да? Не тыква-банан, а другая тыква, да? Тыква-яблоко, я так вам скажу. Есть же разные тыквы. Ну, вот вы понимаете. Вот. Так что довязываем это дело, заполняем ватой, и потом будем делать утяжки, если они вообще нужны. Если вы здесь используете черные глазки, круглые, в этом случае здесь утяжки не нужны. При вот таких я бы чуть-чуть утянула, чтобы глаза смотрели, когда мы заполним, они будут смотреть наверх. Когда мы их утянем, они чуть-чуть вот так вот ровненько станут, и у них будет совсем другой взгляд. Окей? Довязываем. Так, девочки, смотрите. Вот что у меня получилось. Закрыла я голову. И вот такая она у меня, видите, она у меня не круглая, она у меня как плоская. Вот. Если у вас здесь черные глазки простые, их не обязательно утягивать. Они уже должны сами по себе вглубь туда упасть, когда их цепишь с другой стороны, да? Или цепляешь, или крепишь его, крепишь. Вот. Эти же глазки я хочу утянуть, чтобы они немножечко вглубь сели, и они тогда будут более живые выглядеть. Для этого берем длинную иглу, которую я всегда использую. Беру двойную нить, вот такую. И так как мы вот эту часть будем пришивать, вот эту часть мы будем пришивать к шее, я могу прямо здесь вот войти. Один глаз вот здесь, а другой глаз вот здесь. Это не обязательно вам делать, но я хочу это сделать. Захватываю ваты и иду вот сюда вот в одну сторону глаза. Вот так. И вот в эту сторону, да, вот здесь я вышла и здесь. Его полностью утянуть. Если мы, например, девочки как-то говорили, я утягиваю глаза, они у меня косят. Окей, пусть косят. Если они у вас косят, она говорит, что я делаю не так. Вот. Если у вас, например, круглый глаз, то опять же надо здесь сюда входить и сюда входить, да, и утягивать его полностью. Если вы сюда вошли и здесь же вот рядышком вышли, то вы утягиваете только вот одну сторону. И это получается это здесь. Значит, вы здесь вошли, здесь вышли, и он вот так вот сюда утягивается. Вам нужно полностью как две стороны захватывать, тогда они не будут косить. Ну, я так думаю. Вот. И теперь опять назад сюда. Но желательно одну петельку сместить, чтобы можно было завязать.
Так, я раньше утягивала сразу два глаза, а я хочу эти глаза, их по отдельности. Нитку вытянула. И теперь я завязываю узел. Ой, не сильно. Вот у той чебурашки так сильно не утянуто. Но он совсем по-другому выглядит. Видите, он сразу по-другому. Оставить так или чуть-чуть расслабить? Мне кажется, я сильно затянула. Вот так, наверное, оставлю. Вот так оставлю. Теперь узел завязываем. Несколько штук. Чтобы он не развязался. Вот. Отрезаем. И также я утягиваю другой глаз. Сейчас посмотрим. Самое главное их ровно утянуть, да? Так, здесь я войду. И пошли в другой. Он должен ровно быть. Там, где косит, входим. И здесь выходим. Желательно брать нитку всегда по цвету, чтобы она, потому что иногда, как бы вы не утягивали, все равно можно нитку видеть, особенно вот при таких вот широких глазах, да? Тут ее не видно, она. Так, теперь самое главное ровно затянуть, чтобы они одинаковые были. Завязываем узел. Мне кажется, так ровно. Ровно. Мне нравится уже. Так, теперь, раз мы уже здесь, сладенький такой пирожочек. Теперь сделаем брови. Брови я делала чебурашки из этой же пряжи, я имею в виду коричневый только. Вот, их тоже можно сделать. И все там, пока вот мы голову не пришили, пока мы ей шапку эту коричневую не одели, эти все утяжки, и это все можно сделать. Потом вы одеваете шапку, и это все прячется под шапкой. Так, здесь надо большой узел. И теперь я точно так же войду здесь. Сделаем ему маленькие такие брови и не сильно высоко, потому что шапка еще одевается, девочки. Я на той чебурашке сделала немножко высоковато, но не захотела переделать, потому что остаются полосочки. Поэтому здесь пониже надо сделать. Не обязательно, но у чебурашки есть брови. Так, узел спрятался. Вообще я люблю вышивать тоненькой ниткой, но в этом случае этой, потому что он весь такой плюшевый, и как-то ему эти брови, они ему красиво плюшевые. Сюда. И они комбинируют с носиком. Красиво, да, девочки? Мне тоже нравится.
Чтобы ровно. У меня всегда все криво пришивается или криво вышивается. Вот так я оставлю. Уже красиво. Так. Сделаем здесь узелок. И отрезаем. Оденется шапка, это все спрячется. Так, дальше остался рот. Рот я буду вышивать вот этой ниткой, чуть потоньше. Я пробовала такой же плюшевый, оно некрасиво было. Поэтому я потом взяла потоньше. Хотя еще лучше нитка какая-нибудь из хлопка. Это акрил, по-моему, или даже вообще с пряжи. С шерстью какой-то. Я девочки нашла просто у себя клубок. И думаю, мне самое главное, чтобы ротик был. Рот здесь можно вышивать любой, можно просто полосочку, можно вообще вышить вот такой вот и сделать 2 зубика. У него же мимика постоянно разная, у этого чебуратора. Даже как-то на него так говорить аж неохота. Он чебуратор там должен быть настоящий чебуратор. Это ж такая милашка здесь. Так, рот где будем пришивать? Чуть ниже, не знаю, чуть выше. Сейчас эту его пронесу, подождите. Да, у меня всегда проблема, чтобы она улыбалась. Но у меня здесь получилось. Видите, я здесь сделала 2 ряда. 2 ряда до носа. Вот, смотрите, здесь у меня брови немножечко высоковаты. Ну, здесь он удивленный, у него взгляд такой, поэтому можно так отмазаться. А здесь у него не удивленный, а здесь наблюдательный. Здесь брови автоматически садятся чуть пониже. Да? Так, шьем. Сколько там было? 2. Ну, я не знаю, девочки, давайте попробуем. Где-нибудь опять снизу войдем. У меня не всегда получается красивый рот, если честно. Ищу твердое место. Вот, нашла, чтобы зацепиться. Вы, наверное, те, кто вяжет плюш, знают, о чем я сейчас. Что такое твердое место? Чтобы узел зацепился. Так. Смотрите, кисляк ему такой тоже можно сделать, да? Я подумаю. Такой вопрос у него. У него вообще вопросительный знак прям. Здесь можно хоть какую мимику делать, но я хочу... Что-то мне это не устраивает. Я хочу, наверное, даже чуть-чуть повыше. Чем меньше, наверное, в моем случае, тем лучше рот. Чем больше молчит, тем лучше. Я замечаю. Вот так. Такой же сделаем. Такой же такой, масенький такой. Вот так. Красиво же, мне кажется, да. Так я оставлю. Не умею я вышивать. Можно, конечно, сделать, чтобы он улыбался вот так. Но это не мой стиль, наверное. Это чересчур такой детский он. Надо, чтобы чуть-чуть посерьезнее был. Вот так, мне так больше нравится. У него взгляд не для улыбки, у него взгляд для контроля. Ну, тут не надо так уж сразу. Господи, расслабься чуть-чуть. Вот так, может быть, как-нибудь. Ехидный, да? Ехидный. Ой, какой ты ехидный. Ну ладно, оставим тебя, мне нравится. Вот так вот еще чуть-чуть на низ ее. Я в курсе. Вот так. Смотрите, какой у него взгляд, девочки. Кого я тут родила? Я в курсе, что ты тут творишь. Боже мой, да простят меня люди за мои эмоции. Ай, не могу. Ай, господи. Не наградил же мне Бог очумелыми ручками и бешеной фантазией. Так, все, самое интересное закончилось. Оставим так ему чуть-чуть. Или чуть повыше. Ну, там я посмотрю. Я думаю, что так оставлю.
Все, вяжем шапку, девочки. Шапка вяжется очень легко и просто. Там делаются прибавки и вяжется много рядов, чтобы всю его вот эту тыкву закрыть. Так, сейчас, подождите, сейчас приготовлю, секунду. Итак, вяжем шапку. Она делается точно так же, как голова. Там делаются прибавки точно так же до того момента, где мы последний ряд прибавили 9 столбиков, прибавка и так 6 раз. Да? И потом вяжется 11 рядов без изменения. Это значит, мы начинаем вязать с вами колечко амигуруми и вяжем 8 столбиков. Так, затягиваем и делаем 8 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вяжем один ряд. Один столбик, одна прибавка, и так 8 раз. Один столбик, одна прибавка. И так вяжем до конца ряда. Провязали. У нас сейчас 24 столбика. Следующий ряд. Я вот поставлю здесь сейчас маркер. И мы вяжем теперь уже 3 столбика, прибавка, и так 6 раз. Раз, два, 3, прибавка. Раз, два, 3 и прибавка. И так вяжем до конца ряда. Провязала эти ряды, сейчас у нас 30 столбиков. Девочки, теперь мы делаем аналогично прибавки, как мы делали в голове. Итак, не в голове, а на голове. Итак, я так слежу за своей речью, блин, вот честное слово. Вы не замечаете, как сильно я меняюсь? Я стараюсь, девочки, стараюсь. Хотя это бесполезно. Итак, мы сейчас должны с вами вязать 4 столбика прибавка и так 6 раз. Следующий ряд. 5 столбиков прибавка и так 6 раз. Потом 6 столбиков прибавка и так 6 раз. Потом 7 столбиков прибавка и так 6 раз. Потом 8 столбиков прибавка и так 6 раз. И последний ряд 9 столбиков прибавка и так 6 раз. Вот. У нас будет 66 столбиков. И потом мы должны провязать 11 рядов без изменения. 66 столбиков. Потом в конце я делаю один ряд с убавками. И все. Окей? Вот. Но повторять не буду, это сильно много. Перемотайте назад. Окей? Все, вяжем. Итак, девочки, смотрите, вот я провязала все эти ряды. И самый последний, я провязала 11 рядов, да, и эти прибавки. И вот сейчас мы делаем самый последний ряд, один ряд с убавками. 9 столбиков убавка, и так 6 раз до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И делаем одну убавку. И так провязываем до конца ряда. Провязала до конца ряда и делаю последнюю соединительную петлю. Так, это я убираю. И вот такая шапочка получается. Она одевается сзади или сзаду, или сзада. Не знаю, как. Короче, на голову она ему одевается. Можно ее чуть-чуть растянуть. Если честно, я еще пока не пробовала.
И натягиваем. Соединительная петля, она должна быть здесь снизу. Видите, какой бусечка получился. Так. Чтобы все ровненько сидело, можно ее чуть-чуть перетянуть сюда на лоб. Чтобы она прилегло. Нитки прячем. И вот такая мордаха. Симпатичная. Вот такая, девочки. Сейчас, секундочку. Вот такая она у меня овальная получилась. Вот. Теперь хорошо так, чтобы она сидела прям. Натягиваем ее сюда. Все, чтобы ровненько было. Теперь я беру иголку. В этом случае это не цыганская игла, такая тонкая, и двойную нитку, простую темную нитку. И начинаем пришивать. Вы можете не пришивать, некоторые могут просто снутри капнуть горячим клеем и придавить. Да, только так, чтобы клея видно не было. Я пришивала, покажу, как это делается. Вот, я нахожу вот одну линию. Ну, я не прям вот эту вот беру, да, линию, вот, а вот эту. Постараюсь там как-нибудь зацепиться. Ищу это твердое место. 100% вы знаете, про что я. Так. И теперь я вот таким методом пришиваю в голову. Желательно, чтобы иголка подлиннее была, так будет удобнее. В голову и опять. И выхожу вот сюда. Вот это место оно затягивается. Не так сильно, чтобы швов видно не было. Ну, теперь на одну петельку примерно там 1,5 иду назад в голову и выхожу рядом. И чуть-чуть затягиваем. И опять здесь на 1-2 петли, ну 1,5 назад. И вот сюда. Затягиваем. Затягиваю так, чтобы не так оно выделялось сильно. Если сильно, можно ослабить. Так, опять голову и так далее. Ну и так вот, девочки, по кругу. Пришиваем эту шапку. Вот, каждый это делает потом самостоятельно. К этой шапке пришиваются уши. Сейчас приложим, посмотрим. Так, вот они. Это вы пришиваете, девочки, сами, потому что мне реально это тяжело на камеру показывать. Здесь просто вот как я пришиваю. Сейчас я попробую вам объяснить. Так. Вот. Ищем золотую середину здесь. Хотя сильно на середине не должно быть. Я всегда чуть ближе пришиваю. Ну, примерно, да. Я думаю, что где-то вот тут. Вот. Ищем одну линию. Вот. Ну, если мы здесь их будем пришивать, то по этой линии идем сюда. Ставим здесь иголочки. Маркировку делаем, да, чтобы они одинаково были. И вот держимся одной линии. Прикладываем это ухо вот так вот. И просто цыганской иголкой. Здесь сейчас темно, вы все равно здесь ничего не увидите по этой пряже. Вот этой же ниткой я цепляю за шапку и за ухо. За шапку, за ухо. За шапку, за ухо. И затягиваю. Вот. Так я это пришиваю. И также другое ухо. Да? Желательно его чуть-чуть даже ближе, девочки. Она красивее смотрится. Чтобы они так вдалеке там у него не были. Вот. Чуть ближе даже. Я думаю, что я буду где-то пришивать 2, 4, 6 здесь. Да, вот на 6-м. От шапки 6 рядов назад. На этом ряду я буду пришивать. Вот. Одно ухо и второе. Но справа, конечно, вот это вот надо.
И брови прям классно здесь я сделала. А то у меня брови чуть почти под шапкой были. Вот. Так, ну давайте дальше будем вязать с вами тело. Эти вещи вы самостоятельно пришиваете. Так, вяжем тело. Для этого колечко амигуруми и вяжем с вами опять же 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затягиваем. И делаем, как всегда, 8 прибавок. Итак, вяжем сперва 8 прибавок, а потом вяжем 1 столбик, 1 прибавка, и так 8 раз. Провязали. У нас сейчас с вами 24 столбика. Можете поставить себе маркер. И следующие ряды мы будем делать прибавки до 48 петель. Это значит, следующий ряд мы сейчас вяжем 3 столбика прибавка, и так 6 раз. Следующий ряд 4 столбика прибавка, и так 6 раз. Потом вяжем 5 столбиков прибавка, и так 6 раз. И еще один ряд 6 столбиков прибавка, и так 6 раз. У нас будет с вами 48 петель. И потом мы вяжем 8 рядов без изменений. 48 петель. Итак, вот смотрите, я сделала прибавки до 48 петель и провязала 8 рядов без изменений. Теперь мы будем делать убавки. Убавки, они чередуясь, всегда делаются с одним рядом без изменений. Это значит, один ряд убавки, один ряд без изменений. Начинаем с 6 столбиков и убавка, и так 6 раз. 3, 4, 5, 6 и делаем одну убавку. И так до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6 и делаем одну убавку. 2, 3, 4, 5, 6 и одну убавку. Так, девочки, провязываем до конца ряда. Когда мы это до конца ряда провяжем, вяжем один ряд без изменений. Потом вяжем опять ряд с убавками. 5 столбиков убавка, и так 6 раз. И один ряд без изменений. Давайте провяжем сперва эти 4 ряда. Вот, девочки, я провязала 4 ряда. Один ряд я сделала 6 столбиков убавка, и так 6 раз, один ряд без изменений. И провязала 5 столбиков убавка, и так 6 раз, и один ряд без изменений. Теперь мы провяжем 4 ряда, и потом будем ввязывать руки. Мы сейчас вяжем 4 столбика убавка, и так 6 раз, один ряд без изменения. И еще один ряд. 3 столбика убавка, и так 6 раз. Провязываем эти 3 ряда, и потом будем ввязывать руки. Так, девочки, провязала эти ряды, и последний ряд я провязала сейчас 3 столбика убавка, и так 6 раз. Теперь мы будем ввязывать руки. Заполнила тоже ватой, чтобы видно было, да, где и что и как. Вот тут у меня начало ряда. Прикладываем одну ручку. Прикладываем одну ручку. И пришиваем ее в тело. Ой, господи, что я говорю? Ввязываем. У вас тут сейчас шок будет. Какой пришивать? Тут и так столько дофига пришивать. Еще и руки пришивать. Ввязываем, девочки. Смотрю в книгу, вижу фиг-то. Так. 3, 4, 4, 5 и 6-я петля. Вот эту ниточку я ложу наверх и провязываю ее дальше. Не знаю, сколько у меня здесь петель будет. Давайте посчитаем. 2,
3, 4. Так что все симметрично просто было. 5, 6, 7. Еще одну. 7. Не знаю. Давайте приложим, посмотрим. 7. 7. Да, я думаю, сейчас можно ее прикладывать и ввязывать. 7 петелек здесь у меня промеж. Входим или вводим. И ввязываем. Так. Сейчас посмотрим, как она симметрично будет выглядеть. Я наугад здесь, девочки, делаю. Так, это сюда. Время 9 часов вечера. У меня там кто-то на кухне по кастрюлям шарится. Они уже спать должны. У них вечерний жур. Это и только мама может себе разрешить. После вязки маме нужен вечерний жур с каким-нибудь таким хорошим тортиком или что-нибудь такое. Я уже это не покупаю, потому что опасно. Этот тортик не маме достается, а кто-нибудь из детей, как навернет втихаря. Вот, смотрите, хорошо получилось. 7 столбиков здесь между. И идем. Ну, давайте просто назад выйдем. Так. У нас остались, девочки, только 2 ряда еще. И все. Больше ничего. Даже можно не 2 сделать, а 3 ряда, чтобы у нас место хотя бы было для шеи, чтобы пришивать, да? Итак, мы сейчас провязываем с вами 2 столбика убавка. Микроволновку включили. Вот, блин, свинтусы, они знают, что я отсюда выйти. Я сейчас не могу, они втихаря там на кухне. Так, провязываем 2 столбика убавка, и так 6 раз. И 2 ряда без изменений. Что там у нас остается, девочки? Если делаем 2 столбика убавка. Где у меня запись? 2 столбика убавка, и так 6 раз. Чебуратор мой. Я даже сейчас не знаю. Так, 2 столбика убавка, и так 6 раз. Не знаю, девочки, по-моему, или 18, или 12. Что такое? Сколько у нас сейчас петелек? Я половину с головы вижу, я еще до конца эту схему не написала на листочке, поэтому я в голове считаю петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 петли. Отнять 6, 18 получается. Вот, на 18 мы остаемся, да? Мы сейчас убавляем 2 столбика, убавка, и так 6 раз. И потом 2 ряда без изменений, 18 столбиков. Окей? Вяжем. Итак, девочки, провязала эти 2 ряда. Теперь мы заполняем это все хорошо ватой или холофайбером, как вы говорите. Очень хорошо заполняем, чтобы тут такая, ну, чтобы голова здесь держалась, да? Вот. Делаем соединительную петлю. Нитку я беру другую, чтобы пришивать такую плотную, темную. И все, на этом у нас животик готов. И сейчас мы будем с вами вязать еще слюнявчик. Вот такой вот животик получается. Ножки, они здесь снизу просто пришиваются. Сейчас, девочка, у меня окушко может сейчас сесть. Телефон заряжать. Вот эти вот бляшки, они вот здесь вот так вот снизу, вот так, просто пришиваются. Ну вот, девочки, как я и сказала, телефон у меня сел. Надо было немножко подзарядить. Вот так у меня выглядит тело. Я очень плотно забила ватой, чтобы здесь плотно сидела потом голова на этом месте, да. Ножки, они просто пришиваются. И мы можем с вами еще, знаете, что связать? У нас последняя часть осталась. Это вот этот вот слюнявчик, я его давайте так назову. Да, здесь мы делаем соединительную петлю
И эту нить обрываем. Она нам здесь не нужна. Пришивать я буду другой ниткой плотной голову. Так. Итак, вяжем, девочки, слюнявчик. Вяжем слюнявчик. Для этого мы набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со второй вяжем до последней петли. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю делаем прибавку из 3 петель. Поворачиваем работу и на другой стороне вяжем. 1, 2, 3, 4 и в последнюю здесь 5. Поворачиваем работу. Мы когда работу поворачиваем, я не делаю здесь воздушные петли. Если вам так удобно делать, я их не делаю, потому что у меня с краю потом всегда такие сопли получаются. Я не знаю почему, поэтому, может быть, я эту нить неправильно держу. Но у меня так получается. Поэтому я работу просто переворачиваю и вяжу. Так, здесь у нас должны быть 3 прибавки. 1, 2, 3. Значит, у меня здесь 2, 4, 5 столбиков. Я прям под этот столбик вхожу, вот сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Количество петель, девочки, я не знаю, я сейчас это с головы вяжу, потому что я как-то связала и забыла, как связала. Поэтому, если вы со мной вяжете, то вы видите количество своих петель. Так, 5 столбиков провязала. Теперь делаем 3 прибавки. 1 прибавка, 2 и 3. Вяжем теперь до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и 5. Давайте посчитаем петель сколько. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 у меня. Переворачиваем работу. И опять так же. Я здесь опять оставлю для 3 прибавок. 1, 2, 3. Получается 2, 4, 6 и вот это 7. Да, вот это я всегда провязываю. Раз я воздушную петлю не делаю, я ее провязываю. Я прям под низ туда иду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь я хочу сделать опять 3 прибавки. Просто увеличить чуть-чуть. 1 прибавка. 2 и 3. Так. 2, 4, 6. И должна быть здесь 7 где-то, но у меня ее сейчас нету. Ну ничего страшного. Так, вот сделала 3 прибавки и вяжу дальше. У меня здесь получается 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ну, правильно, должно быть 6, потому что эту 7 я здесь под петлей вывязывала. Она как воздушная идет, понимаете, чтобы не стягивала связка. Поэтому я под низом ее провязала, но я ее, как можно сказать, даже не просчитываю ее в количество петель. Я надеюсь, вы меня понимаете. Я сама себя не понимаю. Но самое главное, эффект видно. И последний ряд. Последний ряд, девочки, поворачиваем. И точно так же. Просто
Вот я сейчас ввяжу по кругу. И вот эти вот 3 петельки я их опять просто прибавлю. И все. Если у вас есть возможность другой слюнявчик связать, вяжите. Я вот что-то так вот сидела, химичила, и мне понравилось. Вот, я пришла вот на эту макушку, и здесь я сейчас провяжу еще 3 прибавки, чтобы не стянулся этот слюнявчик. Иначе он стянется. Так, и до конца ряда. Просто провязываем. Меня вообще записать для немцев. Ты что, я забуду. Ну, я это видео посмотрю. Я еще не записала до конца. У меня тут на черновике есть, но мне она не понравилась. Я как-то под руки делала. Так, вот здесь край, в принципе, получился хороший. Я не буду его обвязывать. Он все равно под шеей прячется. Поэтому делаю здесь воздушную петлю. И оставлю чуть длиннее нить, чтобы ей пришить. Хотя удобнее будет пришивать тонкой белой нитью, чтобы не было видно стежков. И она не так сильно будет пушиться. Я буду другой ниткой пришивать. Смотрите, девочки, вот такой слюнявчик у меня получился. Конечно, не так, как у людей, у всех. У меня здесь и воздушных петель нету, и с краю здесь одной меньше. Но вот если вы так свяжете, как я сейчас связала, то у вас получится такой же. Мне кажется, симпатичный. Так, сейчас я пообрезаю вот эти вот нитки, потому что они мне мешают. Но я подлиннее здесь оставлю, она все равно внутри будет. Я их потом внутрь так прячу. Давайте приложим, посмотрим. Конечно, мы его пришиваем тогда, когда уже будет голова пришита. Вот. Чтобы она не мешала. Под голову прям засунем и пришьем. Вот так она у меня выглядит. Вот такой вот слюнявчик получается. Ну, мне сойдет. А как у меня на другой? Сейчас уже не буду я доставать. Вот как-то так, девочки. Окей? Все. Я своей чебурашке пришила ухо одно. И хочу вам все-таки показать, как я его пришила. Потому что все говорят, у меня уши не держатся, либо болтаются. Я имею в виду ваши чебурашки. Вот, я одно ухо пришила. У меня оно очень стабильно. Пришивала я только вот к этой шапке. Давайте пришьем второе ухо. Так, в каком ряду я пришивала-то вообще? Вот в этом. Ну вот, по нему идем дальше. Где-то здесь. Я его сюда прикладываю вот так, чтобы только симметрично все было, да? Вы там у себя смотрите, девочки. Я сейчас даже на видео не обращаю внимания, потому что мне нужно сосредоточиться. Хотя, если чебурашки одно ухо выше, другое ниже, не страшно. Они же всегда так, когда вот такие немножечко удивленные, у них и уши так по разную сторону, да? Так, как я это делаю? Я надеюсь, вам будет видно, девчат. Но поверьте мне, я тоже хочу чебурашку коричневую. Вот это было место. Я просто цепляю петлю. Сильно нитку эту не дергать, потому что она имеет такое свойство пушиться. Теперь я ввожу в ухо, вот в эту вот, в этот ряд. И вытягиваю. Так, в каком ряду я была, по-моему, 2, 4, 6, вот тут. То я не вижу ничего, что я шью. Стараюсь вам показать, но тяжело здесь что-то показывать. Так, вхожу вот сюда назад, и ухо я опять выкладываю. Простите за мою болтологию. И ухо я опять ложу так, чтобы я видела. Мне нужно выходить опять на этот ряд. Вот, я вышла опять на этот ряд. Натянула. Опять вхожу вот в этот ряд. Вот сюда. И хорошо затягиваю. Теперь опять я смотрю. Вот тут, вот в этот ряд. Я вот по этому ряду иду. Туда вхожу.
Здесь я выхожу в этот ряд. Господи. И опять вот в этот ряд. И опять вот мне аж самой смешно. Блин, мне лучше делать и ничего не говорить. И опять вот в этот ряд. Ну что я теперь поделаю? Ну как еще называть мне другими-то словами красиво, чтобы было? Ну не могу. Здесь же одни ряды, девочки. Ну одни ряды. Я сама ни хрена не вижу здесь. В один ряд ввожу, в другой вывожу. Вы вообще что-нибудь видите? Да вы тоже не видите. Мне кажется, я зря время трачу. Ну мне невозможно. У меня тут 4 лампы. Вы уж мне простите. Я рискую тем, что он кривой будет, понимаете? И мне придется его перешивать. Вот. Ну, суть в чем? Ввожу в ряд вот сюда, вот этот ряд я его заметила или наметила, и вывожу, который ряд рядом, вот здесь вот. Вот он. Цак, вывела иглу. Ввожу в ухо. В ухо я ввожу только с этой стороны. Вот. И так мы его пришиваем. Окей, можно мне 2 минуты помолчать? А то мне уже самой от себя плохо. Все, вот так вот мы шьем. Сейчас я вам покажу, как я его фиксирую. Все говорят, у тебя уши так хорошо стоят. Это мне про другие мои игрушки, да? Почему мои уши не стоят? Ну, когда про уши говорят, еще ладно. Но когда пишут, Лен, почему мои рога? Почему мои рога не стоят? Я говорю, да хрен его знает, почему они у вас не стоят. Я не хочу углубляться. Я, конечно, могу там что-нибудь сказать по этому поводу, да? Но я не буду, меня же не все поймут адекватно. Тут же не все с юмором дружат на моем канале, поэтому... А я бы сейчас сказала, почему у вас рога не держатся. Это вы спросите другого человека. Ой, простите, пожалуйста. Спросите своего оленя, почему у него не держатся рога. Девочки, ну я не знаю, я так их фиксирую, что у моего так стоят рога, что он пожалел, что у него есть вообще эти рога. Ай, не могу. Короче, вот, дошла я наконец-то вот сюда, да, туды-сюды. Сразу Пирожкова вспоминаю про эту песню. Тут я же тут только так выражевываюсь. Туды да сюды. Так, все, прошила этот ряд, хорошо затянула. Теперь переворачиваем голову. Идет фиксация, девочки. Прям как на операционном столе. Идет фиксация. Вот так вот ложу. Ложу вот этот палец под это ухо. Вам что-нибудь видно? Ну, извините, если не видно, я ничего не могу поделать, если он коричневый. Он же не может быть голубым, я уже вам это говорила. Так, вводим вот сюда. И теперь все равно ничего не видно, куда мы вводим. Самое главное, вы должны захватить и ухо. Вот, я захватываю, вот это голова, вот это ухо. Я захватываю голову и ухо. И вот тут вот так еще фиксирую, девочки. Вы что-нибудь видите здесь? Нет, не видите. Поэтому фиксируем как можно. Так, чтобы дети уши не оторвали этому чебуратору. Вот точно так же я и пришиваю рога. Я просто не ленюсь и пришиваю с двух сторон еще вот эту вот фиксацию делаю. Да? Но нитка-то, да. Смотрите, какая нитка стабильная. А? У меня бы уже давно она бы распушилась, но нет. Так. Вот сюда пришла. Последний момент. Раз, зацепила. Видите что-нибудь? Нет. Все красиво, все пучком. Так. Вводим в ухо. Выходим с этой стороны. Девочки, у меня фиксация тройная или четверная. У меня, короче, офигенная фиксация. Мои уши держатся, вы даже себе не представляете как. Вот. Это вот я вам за все игрушки объясняю, как ты делаешь так, что у твоих игрушек уши то стоят у зайцев, то у оленев рога стоят, то у чебурашков они тоже держатся. Так что теперь точно так же здесь. Прям не боюсь. Я прям издеваюсь я сейчас над этими ушами, но по-другому здесь никак. Самое главное, чтобы нитка была однотонная. Ну, я имею в виду такого цвета, как чебуратор. Тогда ничего видно не будет. Захватываю голову и захватываю сейчас ухо. Вот так. Еще раз иду, девочки. Если бы сейчас здесь была бы белая нитка, вы бы офигели, сколько здесь стежков. Все, вы понимаете, да? Это вот я очень хотела вам показать еще. Так что те, кто не знает, как пришивать ушам, господи, зайцам уши, приходите на чебуратора. Тут Лена вроде бы конкретно всем все объяснила.
делаем узелок, затягиваем. И я вожу его вот сюда в голову, вот сюда где-нибудь. Вот так вот. Потом, бедный Чебурашка, если бы он знал. Но он знает, что я его люблю. Только потому, что я его люблю, я так это делаю. У него аж уши в трубочку скрутились, как у моего Яши. Если он слышит, что мама на него орет, у него раз уши так назад, у него и так ушей-то нет, господи, у него такие эти обрубленные кусочки, знаете, как у этот, как он называется, британский, да? Вот. Он еще пытается их как-то так снизить. А она не получается, он злится, мне кажется. Ой, здравствуйте. Вот она. Прелесть. Фу. Если вы видели, что у меня здесь творится. Ой, девочки, мне еще комнату надо убирать, я так не усну. Мне будут кошмары сниться. Лопоухие. Все, немножечко так вот формочку делаем. Что-то мне этот глаз кажется, как будто он немножечко как-то косит. Или мне кажется, я уже замучила. Я постоянно трогаю и трогаю, потому что что-то мне не очень так. Или нос у него. Ну, короче, вроде бы все хорошо. Вот вы видите, да? Конечно, надо его почистить, потому что у меня здесь в волосах. Но уши, девочки, при такой технике, я вам обещаю, они у него не оторвутся. Вот такой у меня красавчик. Так, все. Слюнявчик вы, наверное, поняли, да? Как я связала. Связала, девочки, правда, из головы. Ну, я, если честно... Нет, это не тот слюнявчик, это был у меня пробный. Это вот этот слюнявчик, вот он. Вот как я вам связала. Если у вас есть другой метод, вяжите другим методом. Ну, у меня вот так вот. Я его потом сюда пришиваю. Голова пришивается. Ноги я пришиваю в самую последнюю очередь. Так, голову я, девочки, вам не буду показывать, потому что я пришью криво. Вот. Вот тут вот где уши. Видно, да? Вот, ну вот она, золотая середина. Обратите внимание, куда ваши руки смотрят, когда вы пришиваете. А то я один раз пришила голову, а у него руки вот. Короче, вот так прикладываем. Вот так вот. Вот так. У меня здесь пару рядов еще остается, да? Так прикладываем. И пришиваем, девочки. Берем плотную нить, такую джинсовую, знаете, с хлопка, которую я всегда использую. И захватываем тело, голову. Голову вам придется немножечко потрудиться. Желательно голову захватить и за этот штоф, и за этот штоф. Да, вот вместе, чтобы вот прям вот так. И затягивать, понимаете? Если вы только за шапку цеплять будете, она будет болтаться. У меня получилось, когда я пришивала. Вот, просто берете, пришиваете. Когда вот это пришьете, прикладываете этот слюнявчик прямо туда ему под горло вот так. Хотите, я вам честно скажу, я его не пришивала. Я взяла горячий клей и вот эту нитку я, конечно, вот тут намочила горячий клей, приложила нитку, она лежала намертво. Вот ленивая я вот такие мелочи пришивать, я только испорчу. Взяла горячий клей и не тут с краю, а вот одну петлю, вот один ряд я отодвинула. Один ряд отодвинула, и под одним рядом, или под этим первым рядом, я чуть-чуть взяла клей горячий, вот так. Раз. Вот здесь вот я хорошо с краю. Потом я так приложила и надавила. И все, девочки. И красота. И он не выйдет, этот клей, потому что он целый ряд назад туда, понимаете? И он будет держаться, как будто вы его пришили. И меньше какой-то волокиты, меньше нервотрепков. И все будут у вас живы и здоровы дома. Вам, если честно, хватает головы уже. Мне и так вас жалко. Мне и себя жалко. Поэтому, когда я пришиваю, у меня все спят. Так, что у нас еще остается? Еще остается один хвост. Ну и вот сюда сзади. Пришили и все. И все, девочки, и наш чебуратор готов. Да? Вот я все пришью и покажу вам, что у меня получилось. Все, давайте вперед, дерзаем. Итак, девочки, ну посмотрите результат. Вот такой или такая чебурашка. Я даже не знаю, как к нему обращаться, если честно. Я тут затрудняюсь, хочу вам правду сказать. Затрудняюсь, но мне очень он нравится. Печальный такой, но милый. Такой. Даже не могу слов подобрать, у меня язык заплетается. Как его описать?
Очень милый, но печальный, задумчивый. А это вот, опачки! Говорят, что первый блин комом, да, это мой пробный. Говорят, что первый блин комом. Нет, у меня он самое то получился. Вы посмотрите, как они на своих беляшах стоят. Стоят. Ну, конечно, сами по себе не стоят, я их так поставила. Вот. Но смотрите, девчат, беляши можно и поспустить немножко, да, а то они чересчур у меня накачанные получились. Их можно поменьше ватой наполнять, можно поближе друг к другу пришить. Я не знаю, просто я уже от перевозбуждения, когда они у меня начинают рождаться, да, девочки, у меня эмоции зашкаливают. И я уже потом хочу просто, чтобы он быстрее, быстрее родился. Да, я уже потом теряю себя из-под контроля, и вот такие вот могут у меня недочеты быть. Хотя мне, в принципе, все нравится. Это я уже начинаю прикапываться сама к себе, знаете, это, ну, вот. Мне нравится, какие они очень красивые получились. Да, не надо грустить, малыш, все будет хорошо. Мы еще и до Гены доберемся. Когда-нибудь еще и до Гены доберемся. Вот. Все, девочки, если вам нравится, всем легких петелек. Спасибо вам огромное за все ваши комментарии. И до следующего раза. Всем пока.